Добрый день, дорогие гости. Мы рады вас приветствовать в библиотеке имени Амурсанана. Добро пожаловать на творческий вечер нашего замечательного калмыцкого режиссера Аралтана Бимбеева. Творческий вечер называется «Поэзия ветра». И вашему вниманию будет представлено две его работы. О них автор скажет сам. Здравствуйте. Извините, что мы так задерживаемся. Просто хотел еще подождать некоторых людей, да, но уже время у нас ограничено, поэтому мы будем начинать. Немного расскажу о себе. Вы, наверное, когда заходили, видели здесь выставку, видели там работы, да? Там 3 живописные работы и там вот в шкафу скульптурная работа. Я сам родился здесь, в Лисе, в 80-м году. КМГУ, наш университет, факультет физики и математики. Так я в детстве увлекался творчеством. После института я потом еще учился в художественном училище в Пензенском. Мой отец, заслуженный художник Республики Калмыкия, он учился там же, на живописном отделении. Вторая «Прощай, земля калмыцкая» была, сценарий был написан мной и снят на основе картины моего отца. Вы, наверное, знаете эту картину «Прощай, земля калмыцкая» Бимбеев Григорий. Да. Давайте мы немножко вспомним его работы Григория Бимбеева, моего отца. Я сейчас такой, 4 минуты где-то такой видео. Свет больше?
моя степь. Вы обратили внимание, там тоже была квартира, песня «Степи». Давайте включу, а то мы сейчас не успеем. Почему мы не успеем? Приятного просмотра. Спасибо. Сейчас посмотрим, чуть-чуть обсудим, а потом второй фильм, и там уже побольше. Хорошо. Сейчас мы начнем обсуждение. Вы не стесняйтесь, задавайте вопросы. Потому что? Здесь у нас Потому что ушли. неформальная обстановка. Все свои. Не стесняйтесь. Может быть, у вас фильм вызвал какие-то воспоминания, может быть, аллюзии, какие-то с другими картинами, что вы видели. Работа режиссером что-то напомнила. Ну, как вы поняли, это все-таки авторское независимое кино, конечно. Но тем не менее, картина очень интересная. И, ну, конечно же, с глубоким содержанием. Ну и, насколько я знаю, эта работа, она была вдохновлена, да? У нас произошел случай вот в Элисте, и именно этот случай, вот, несчастный случай, и вдохновил Ралтана. Ну, Ралтан расскажет в фильме. Наверное. Ну, этот сценарий был написан под впечатлением. Вы, наверное, знаете, у нас здесь бывают, да, такие криминальные случаи, когда, допустим, какой-то парень другого парня, ну, видимо, там, на развод или еще где-то, да, нечаянно убивает. И я вот решил это сделать в форме вот такого вот высказывания. Это было не в наше время, да, немножко подальше мы взяли, да, и вот написано, ну, сценарий был быстро написан и снят. Вот, там играли два артиста Национального театра, наверное, знаете их, да, ходите в Национальный театр, Башир Ажнеев и Ячер Такаев. Там просит чуть громче. Может быть, какие-то вопросы есть, или начнем второй? Ребята, ну, несколько Да, слов. не стесняйтесь. Вам понятен сюжет, да? А есть предыстория, почему он высылал? А можете погромче говорить? Есть предыстория, почему он высылал? Предыстория? Это тут не показано. Потому что в кино не обязательно показывать все. Ну, вы знаете, не буду объяснять. Что означает белый платок в конце, который показали? Да, это очень символично. Белый платок в конце показали, что он означает? Ну, все объяснять в кино лучше не надо. Вот как вы интерпретируете этот платок, то он и означает. Всегда в кино это пространство, да, смысл, да, оно рождает, да? Поэтому как-то по одному всегда это немножко сужает смысл. Поэтому я бы как бы не хотел прямо это объяснять. Хотелось сказать, наверное, все-таки это художественное произведение законченное, да, поэтому бывает так, что редактуре, наверное, понимание не поддается, хотя бы можно, если это в озвучке, но реплика на предыдущем ораторе. А так хотела сказать, наверное, это все-таки преступление и наказание по, ну, как бы, по русской версии, да, и такая историческая такая драма. Мне было интересно, здесь был момент, как вы закладывали, здесь был момент раскаяния героя, который говорит, я остаюсь здесь
это моя степь, я остаюсь здесь. Это его раскаяние, вы как интересны ваши смыслы, которые как режиссер и как сценарист. Или это вопрос того, что я остаюсь, земля меня примет, как архетип земля, она меня принимает, земля мать, или наказание просто приходит извне. Как? Что вы имели в виду, как автор? Или тут были совершенно, или это уже опять-таки видение зрителя, да, он видит и как хочет интерпретировать. Ну да, все-таки пространство смыслов больше, но я тускло скажу, да, он понимает, что вся его жизнь, вся его судьба здесь на этой земле. Так, деточки, вы будете кто-нибудь говорить? Нет? Ну, я несколько слов скажу. Что за вас? Это что? Меня хорошо слышно. У меня голос такой, знаете. Меня все слышат. Не надо. Просто там камера, она Это звук было слышно. Ясненько, ясненько. Тогда надо очки снять. Так, вы знаете, у каждого, правильно вот сказал автор, да, у каждого свое восприятие. И даже не важна, наверное, причина, а, наверное, очень важно то, что у этого молодого человека трагедия. И вот с этой трагедией он идет не куда-нибудь и не кому-нибудь, он идет в степь. Вот для меня степь – это мать, степь – мать. Все самое сокровенное, все самое светлое мы, наверное, несем матери. И, наверное, горестные свои какие-то моменты жизни. Вот я так понимаю, что этот человек пришел, ну, наверное, знаете, рассказать степи, которую воспринимает как мать, вот то, что у него болит, да, у него душа болит. И он не знает, куда себя деть, он даже хочет сразиться, да, то есть эту энергию как-то, наверное, ну, свои эмоции, может быть, излить как-то. Ну, и еще, наверное, здесь очень важно, да, правильно вот сказали, преступление всегда потом за собой, да, идет как бы и наказание. То есть ничто безнаказанного не остается. Мы помним, недавно мы с вами изучали роман Достоевского, да, «Преступление и наказание», и это очень хорошо, в общем-то, все поняли. И вот для меня здесь вот степь – это мать прежде всего. Она принимает его, как любая мать, своего сына, и в горе, и в радости. Да, он сделал свой выбор, и действительно здесь, ну, такой, знаете, нравственный такой вот смысл несет этот фильм. Он короткий, но он действительно очень-очень, знаете, проникновенный. А еще я бы хотела сказать об актерах. Вот я Ачира Такаева, знаете, смотрела на премьере. Я помню прошлое. Это был первый фильм, посвящен был юбилею Давида Никитича Кугультинова. И играл он как раз юного Кугультинова. Прекрасный актер, прекрасный. И я думаю, что сегодня мы сюда пришли, наверное, мы сюда пришли не просто так. Мы унесем что-то для себя и какие-то уроки извлечем. Вот так. Мне кажется, ну все правильно, я согласна со всеми, а еще мне кажется, степь именно вот мать, она именно послала этого всадника, чтобы спасти человека, который страдает, который пришел-то за смертью сюда, чтобы для него даже, мне кажется, спасение в смерти. А иначе у него не жизнь, а просто мучение, хуже смерти. Да, да, да. И мать степь послала ему то, что он хотел, то, что ему надо, то, что он заслуживает. А еще можно добавить? Вот спрашивали, что означает белый платок. Вы знаете, для меня белый платок, вообще цвет белый, это всегда очищение. И он сделан, заметили, в форме цветка. То есть после вот этого
деяние, которое совершил этот молодой человек, душа его все-таки очищается. И он уходит в тот мир, но уже как бы, знаете, раскаявшимся. И очень символичен, конечно, этот Платон белый здесь. Очень. Он и в форме цветка. Вообще продумано здорово. Вот такая деталь, она, конечно, о многом говорит. Может, еще вопросы? Вопросы, касающиеся не только фильма, а самого нашего, Да. Ну, давайте сейчас говорим второй, да, и потом будем И говорить. сразу, да? Хорошо. Мы сейчас не успеем. Это «Прощай, земля калмыцкая»? Да, прощай. Ой, замечательно. Мы просим, Светлана Борисовна смотрела, вы смотрели уже этот фильм? Смотрела я Да. первый раз, ага, смотрела, сейчас второй раз смотрю. Вот я смотрю этот фильм, наверное, 4-й раз, и мне всегда после этого фильма очень разные мысли. Ротана, я считаю, что ты вошел в этот фильм. Прошу. Да. Вот мы посмотрели фильм «Прощай, земля калмыцкая». Я вот смотрю второй раз, у меня наворачиваются слезы. Первый раз я вообще плакала, потому что это фильм откровения, это фильм размышления о судьбе целого народа, трагическая судьба нашего калмыцкого народа. И для меня этот фильм еще и о человеческой порядочности. Это фильм и о человеческой жестокости. Вот на примере молодого солдата, да, помогает собирать. Вот благодаря именно таким порядочным русским людям наши многие калмыки выжили в холодных снегах Сибири. И были, конечно, и подлые люди среди них, которые доносили, что кто-то принес там 10 замороженных картофелин, да, с поля, и человека арестовывали и отправляли в тюрьму, причем на большие сроки. Фильм – это напоминание, наверное, о том, что вот такой трагедии не должно быть ни в одном народе. Для калмыцкого народа это огромная трагедия, это огромное горе, потому что на сегодняшний день калмыки, как и белорусы, вот только два народа не восполнили свою былую численность. Все остальные высланные, в общем-то, представители разных национальностей восстановили свою былую численность. В Сибири полегло очень много калмыков. И старшего возраста, и младшего, и младенцев. Этот фильм, наверное, это еще, знаете, предостережение. Что может случиться, если человеческая подлость возьмет верх? А сейчас, мне кажется, это особенно актуально. И я думаю, что вот такие фильмы мы должны смотреть, потому что это трагические страницы истории нашего
маленького, многострадального, но я всегда добавляю великого народа. Потому что выстоять вот так в Сибири, выдержать все, вернуться и снова жить, несмотря ни на что. Я думаю, что именно вот в вашем возрасте это очень полезно. Вообще, этот фильм надо смотреть именно, знаете, я считаю, своевременно. Потому что пройдет много лет, когда уже человек взрослый. Вот я смотрю, да, конечно, я воспринимаю немножко по-другому, чем вы. А для вас этот фильм, это фильм-урок. Вот как не должно быть в человеческом обществе. Как люди не должны обращаться друг с другом. И я думаю, что этот фильм, наверное, для каждого из нас очень близок. Потому что не было ни одной калмыцкой семьи, которая бы не пострадала. И в роду которой не осталось в Сибири умерших очень много. И мы знаем об этой трагедии из уроков истории. Но этот фильм, мне кажется, знаете, он даже выше, наверное, этих голых исторических фактов, просто статистических данных. Потому что, видите, здесь показывает и трагедию этого малыша. Он бежит за шапкой, да, своего отца. Она очень дорогая ему. И показывает бабушку, которая, в общем-то, уже прожила жизнь. И ей очень трудно расставаться с этим местом. Молодая женщина, мать, ребенок как плачет. И такое ощущение, как будто это плачет не только этот малыш, да, а плачем все мы вокруг, которые смотрим. Фильм предостережение, поэтому я думаю, этот фильм интересен не только представителям калмыцкой национальности, но людям любой национальности. Люди, которые живут на территории Республики Калмыкия, ну, мы уже все в мире и дружбе живем, слава Богу. И, конечно, та земля, где живет твоя мама, твой папа, да, твои младшие, где ты сделал первые шаги своей жизни, где ты начал читать, она должна быть дорога, независимо. Калмыцкая земля, рязанская земля, армянская, грузинская, родная земля. Поэтому фильм очень поучителен. Вы сейчас на пороге уже взрослой жизни, через год вы заканчиваете 10 классы, 9 класс через 2 года, курс средней школы, и уйдете в большую жизнь. И я думаю, те уроки, которые мы сегодня извлекаем из замечательного, талантливого такого фильма, знаете, очень-очень, я скажу, мастерски, вот именно так произносится это слово, поставленного Артаном Бимбиевым, я думаю, что это войдет в золотой фонд именно искусства Калмыкии. Такие фильмы необходимы. И самое главное, я думаю, чтобы каждый из нас оставался человеком. Потому что, как говорил великий Чехов, берегите в себе человека. Спасибо вам огромное. Я знаю, что у вас династия, ваш отец художник, да? Вы вот уже режиссер, уже, скажем так, именитый. У вас есть работы тоже, скульптуры даже, да, есть? Вот. Вы очень талантливый человек. И я знаю, что ваш сын уже рисует тоже. То есть передается это и на генном уровне, да, и, наверное, вот, ну, еще, наверное, духовная культура вот, вашей семьи. И я думаю, что ваши фильмы, вообще творчество и вашего отца, и ваше, ну, будем надеяться, и вашего сына, будет помогать нам постигать самих себя. Огромное вам спасибо за правду
о том, что было в судьбе нашего народа. И низкий вам поклон. Добрый вечер. Ралтан Бимбиев, мой племянник. Я горжусь им. Я хочу сказать, что времена всегда были тяжелые. Всегда. Говорят, вот сейчас время тяжелое. Да, сейчас тоже время тяжелое. И время наших отцов, наших мам, наших бабушек, дедушек было очень тяжелое. Я сама родилась в Сибири. И только, помню только, что я просила, оказывается, у бабушки, она мне дала кусочек хлеба, я просила, да, еще, и искала у нее в карманах. Вот, и я горжусь своим народом. Мы сильные духом. И я горжусь своим племянником. Вот наш молодец, такой фильм. Спасибо. Артистка Национального театра Баира Манжиева. Баира, можно? Здравствуйте. Баира, у нас, вы, наверное, это помните, да, вот когда 13 лет спустя, и там Баира появляется, видели, да? Это там, да? Да. Я хочу сказать большое спасибо Ралтану за то, что он пригласил меня тоже поучаствовать. Для меня лично это было как за честь поучаствовать в таком фильме, тем более это память, она будет вечной для наших детей, для наших внуков. Это действительно большая работа проделана, очень скрупулезная, кропотливая работа, подробно очень. По то, что одежда какая была, да, где именно будет сниматься, это очень так к этому подошел серьезно, ничего лишнего не было. Меня этот фильм очень тронул до глубины души. Я действительно была на премьере, в Родине, да, была премьера? Да. Я очень долго плакала, не могла успокоиться, но до такой степени затронул этот фильм. Вообще наши Эджи, Авы, наши родители, они настоящие герои. Да. Я не знаю, какая у них у всех такая железная сила воли. Поэтому нам, молодому поколению, надо учиться. Вот. И действительно этот фильм смотришь и видишь со стороны, как это было действительно. Мы, вот молодежь, да, глазами. Это тяжело смотреть, правда? Но это нужно видеть. И передавать из поколения в поколение, потому что мы должны это помнить. Вот. И Ралтан просил меня, может быть, что-то исполнить. Я бы хотела буквально один куплет спеть протяжную песню «Саик Сехан Сару». Известная песня. Саик Сехан я сарлага
надо встречаться с интересными людьми, читать хорошие книги и заниматься творчеством. Я думаю, вот сегодня, я думаю, что мы все это выполнили. И, конечно, вам огромное спасибо за то, что вы нашли время, позвали нас на эту встречу. И, конечно, эта встреча запомнится надолго. И я думаю, у нас будет встреча еще в нашем Элистинском лицее. Спасибо вам огромное. Не планировала выступать, да, но несколько слов хочется сказать. Вот я просто понимаю, что вы все старшеклассники, да, и вы пришли, вам кажется, что вот это режиссер, действительно, это большой режиссер. У нас не так много фильмов, и мне кажется, это за 35 лет после фильма «Гадание на бараньей лопатке» это вот ну, первое вот, художественное осмысление этой темы депортации, очень глубокой, очень серьезной. И действительно, как сегодня уже говорили, необходимо смотреть и художественные произведения, которые касаются сердца, да, потому что только через это, тот, кто не прошел, нам трудно понять. Мы слушаем рассказы, я просто как калмыцкая невестка, ну, как бы тоже слышала, да, и не только, и как, просто как человек, как тот, кто живет в республике, такие истории, там, от Авы, Эджи, моего мужа, как это было. И каждого из нас, мы знаем эти истории, но когда мы видим все-таки вот именно художественное осмысление какое-то творческое, это вот бьет прям куда-то глубоко в душу. И вот когда мы сегодня представляли Аралтана как режиссера, безусловно, он режиссер, но, то есть, как многообразен может быть человек. Вот это я хочу просто восхищение выразить, потому что мы работаем, он как технический специалист сайта, то есть он закончил физмат Калмыцкого университета, то есть, знаете как, мы выбираем иногда профессии, нам кажется, это навсегда. На самом деле человек может быть разным, и помимо своей основной профессии ты делаешь что-то еще, то есть какой ты, ну, сколько можешь ты много оставлять после себя. Он даже вот, непосредственно на своем месте работы, помимо этого он преподает в планториуме, помимо этого он также, да, работает в библиотеке Амурсана. Представьте, человек умеет работать и еще и создавать то, что останется после нас с вами, да, ну, вот об этом можно подумать, ну, какой-то там ежедневная рутина, да, работа, что-то в учениках, безусловно, останется, но это останется в истории уже калмыцкой культуры и российской культуры, и кинематографа, и это важно тоже, когда мы что-то создаем каждый день, просто в обычной своей деятельности, да, что параллельно можно успевать создавать такие важные вещи, которые остаются, это имя уже все, оно вписано в историю калмыцкой культуры, искусства. Это первый, да, вопрос, который хотел сказать. И вот даже на своем месте, там, где он там ежедневно, ну, бывает, буквально недавно, в марте, пресс-служба университета, она вошла в топ-10, получила второе место в конкурсе пресс-службы России, лучшие пресс-службы России по версии журнала «Аккредитация в образовании». И там, в том числе, там оценивался сайт вуза, на котором именно непосредственно работает Аралтан. Мне кажется, это очень круто, когда человек так много может делать и очень много может делать хорошо. Это очень важно. И по поводу фильма, Аралтана просто я знаю давно, потому что мы учились с ним вместе с моим братишкой. Мало того, что фильм меня тронул, я когда увидела его фамилию в титрах, там выражаю благодарность, я этого не знала, увидела впервые, ну просто, да, уже там вытерла слезы, конечно, это всегда очень приятно, не знаю, чем была связана там именно эта благодарность, но это тоже очень трогает. По поводу фильма, я просто хотела, знаете, несколько реплик сказать о мифопоэтическом пространстве, которое выстроено в фильме. Я услышала просто хопку, да, понимая, что это японская поэзия. И вроде бы, как сегодня говорили, что фильм выстроен как текст. И там очень много таких меток, может быть, не всегда ее можно считывать. Я просто теперь хочу посмотреть это со своими сыновьями и объяснять такие вещи. Многие взрослые это уже знают, а кто-то, может быть, ну, может быть, вы еще нет. Может быть, я, ну, смею там сомневаться, что вы это знаете. Но вот про песню Улан Барбайна Лиджиевой, которая прозвучала, это же тоже мета особая для людей того времени. Во-первых, ну, невозможно об этом не сказать, потому что 16 июля мы все будем отмечать столетие со дня рождения первой народной артистки Калмыцкой ССР Улан Барбайны Лиджиевны. Это очень важный год для всех нас, для Калмыкии, для культуры Калмыкии. И вот когда люди, которые оказались в ссылке, которым говорили, что вы враги там всего, да, советского народа, и они слышат по радио, то есть, ну, сейчас даже невозможно понять, невозможно ни с чем сопоставить
Это даже не телевидение, это даже не интернет. Когда тебя объявляют врагом, да, и вдруг ты слышишь песню на родном языке, на котором тебе, может быть, даже нельзя было говорить, это, ну, показатель того, что, ну, значит, вот он где-то свет, значит, скоро засияет снова солнце. И сколько много символов даже в этом фильме. Судьба солдата, который выполняет приказ, что это такое. Это тоже профессия, которую люди выбирают. И судьба там этой бабушки, которая уходит, и наверняка она уже не вернется, она не увидит родную землю. Этот мальчик, который вырастет на другой земле. И вот эти даже альчики, да, я не знаю, сколько было вложено в сценарий, ну, опять же, зритель воспринимает, наверняка это тоже было, и еще больше, чем там зритель успевает понимать, эти альчики — игра, и человеческая жизнь тоже для кого-то игра. И этот альчик, который обгорел, да, и он все-таки сохранился за время переезда в этих поездах товарных и скитаниях, вообще неизвестно, что там происходило с этой семьей, но он сохранился, и, может быть, он почернел, но он закалился, он стал крепче. Может быть, это какой-то символика большая, да, о народе в том числе. И какой-то еще момент меня очень тронул. Хочется многое сказать, и с большой, вот опять же, с большой благодарностью. И зная, что здесь лицеисты, сегодня я сама лицеистка выпуска 96-го года, и вот говоря о том, как иногда мы не замечаем, или, ну, как бы живем, работаем и не замечаем, какие большие рядом с нами находятся люди, как они, ну, много могут делать. Будем внимательны, да. Я думаю, что клятва лицеистов не изменилась с тех пор, какой мы ее читали на своем выпускном: творить добро, что нужно делать, творить добро, прославлять свое отечество и народ свой. Вот в этом клятва не просто лицеиста, а клятва человека. Вот что делает Арлтан. Он прославляет свой народ и свое отечество. И даже вот то, что, знаете, как интересно, национальные фильмы, их не так много бывает, у нас их вообще немного. А то, что здесь звучит калмыцкий язык, идут титры, ой, в этом есть особая такая и боль, потому что наверняка, если бы мы смотрели без, то вряд ли бы что-то, ну, я понимаю, что мне как бы неловко, наверное, об этом говорить, да, но мы бы многое не понимали. Все равно свой родной язык, конечно, нужно знать, учить, и это здорово, что мы видим, как будто это то, что немножечко уходит, от нас уходит. Давайте это держать, давайте это, этим дорожить, потому что пока есть родной язык, и это в том числе и касается и там русских, да, ну там этнически русских детей, которые тоже не знают свой язык и пишут коряво, не могут правильно, грамотно говорить. Это тоже боль, это тоже проблема, любого народа касается. То есть пока мы знаем свой язык, мы живем. Если нет нашего языка, то мы растворяемся. Поэтому не будем растворяться, и в том числе помнить боль, и страдания, и любовь, и силу наших предков. Это все здесь, в этом фильме есть. Арлтан, спасибо большое, что столько много сегодня задал. Все, кто выходят, да, пытаются сказать, у всех дрожит голос. Я тоже думала, что мне не придется, но это неизбежно, потому что настоящее искусство, человеческое, живое слово, оно так касается, оно так ранит и лечит, и держит, и помогает, наверное, вообще даже подумать о себе и подумать, а что я делаю для того, чтобы мир становился лучше. Вот каждый день. Своим делом, своей учебой, своим трудом, своим просто добрым словом. Это тоже очень важно. Поэтому всем вам всего самого хорошего, Алтану и вам, белой дороги. Я просто буду ждать теперь еще новых фильмов, где их можно увидеть, где их можно посмотреть. С большим удовольствием это сделаю. В следующий раз буду ждать такую встречу, приведу прям целую компанию. Спасибо. Сейчас мы закончим, да? Хорошо. Тут еще хочешь сказать? Спасибо, что пришли на эту встречу. У меня показы бывает очень редко, но это очень ценно для меня. Метко. Да, метко. И вот такие встречи, они мне дают силу, чтобы что-то еще делать. Потому что, да, потому что, вы знаете, что независимое кино, это независимое кино, да? Это не блокбастер, ничего, да? Оно как бы, вот этот фильм... Авторское, да? Да, авторское. Вот этот фильм «Депортация», он был снят практически, я в одиночку все это делал, но я кидал ключ в интернете, и люди, народ, кто сколько мог, тот как бы вкладывал. То есть небольшая сумма была, то есть получается, такой народный фильм получился. За счет народа, как бы, я его снял. Сейчас вот в планах у меня еще короткометражные снимать, потому что на полный метр, там 1,5-2 часа, это материально очень тяжело. А вообще я хочу снимать про Калмыкию, про нас, про село. Как бы никуда не улетать, вот надо про нас говорить, потому что про нас и про нас никто не скажет, кроме нас.
А Мазан Батри надо снять фильм. Такая личность. Кавказский народ даже его знает, помнит. Нам на награждение. Спасибо. Ну, спасибо вам большое. Молодец. Давайте похлопаем.